Добрый день, друзья! Сегодня рубрика «Вопрос в копилку». Кот ученый на месте, поэтому начинаем. Любовь Алферова купила маленькую орхидею в размере 1,7, и начались всякие фокусы у этой маленькой орхидеи. Сразу нарастил много корней пучком, то закуклил, то растил. Всего пара корней выросла в горшочек, проросла. Некоторые остались так небольшими пупырышками вокруг шеи. А потом начал гнать цветонос, она его обрезала. Затем выдал две маленьких детки. Растит новый листик из точки роста, но желтит нижний листик. В общем, не знает, что с ним делать. Вот такой малюсенький, и столько у него разных вариантов роста. Она поискала в интернете. Это сога, напишу здесь название, как он называется дальше, потому что знаете, что с английским языком у меня не все в порядке. Но ей показалось, что это не именно тот сорт, который был заявлен при получении. Но вот чем помочь такой маленькой детке? Да ничем. Вот из того, что она написала, очень похоже, что эту маленькую детку... Ну, во-первых, похоже, что это новый сорт какой-то. А новый сорт для того, чтобы вырастить, его кормят, кормят и кормят. Чем кормят? Да наверняка гормонами кормят. Поэтому он то цветонос, то детки. Что в этом случае можно сделать? Ну, цветонос, конечно, убрали, это хорошо. Но вот детки... Вот деток я бы не... Да что ж такое? А вот деток я бы не стала убирать. Я бы понаблюдала за этим растением, потому что велика вероятность, что от перекорма он или будет расти, или нет. А, это они с Юлей бесятся. Юля, Ричи. Не мешайте. Да что ж это такое? Сейчас и кот ученый к вам подключится. Опять мешаете съемке. Опять будут подписчики ругаться, что я на вас внимание свое отвлекаю. Давайте вернемся к вопросу. Я бы понаблюдала за таким растением. Не стала бы его не пересаживать, ничего с ним не делать, потому что... А вдруг растения погибнут, хотя бы детки останутся. Но растить вы их будете лет 5. А может быть, так получится, что ему хватит сил вырастить хотя бы одну детку и сам будет расти. Поэтому оставьте все как есть. Если будете его пересаживать, ухаживайте за ним как за обыкновенным, ну или маленьким растением, или мини-орхидеей. Поливайте с удобрением. Может вырастет и детка, даже две, и само растение. Но все это будет очень долго. Наталья Е. Какие, по моему мнению, прихотливые и неприхотливые орхидеи, сорта фаленопсисов, составьте рейтинг. Наталья, невозможно составить рейтинг. Ну, от слова, что это очень сложно, потому что настолько много сортов фаленопсисов, что мне это нужно, ну, не годами, конечно, но нужно большое количество времени, а потом вам очень-очень долго рассказывать про эти сорта. Я как-то в каких-то вопросах или ответах, или в каком-то видео рассказывала, что у меня цветуны это нарбоны, это попугай, это пират Пикати. Но попугай и пират Пикати, они немного выцветают. Они зацветают очень ярко, потом выцветают. Очень хороший цветун у меня Монтрю. Цветоносы выпускает всегда, но, правда, небольшое количество цветочков. Купите тот цветок, который вам понравится, будете за ним ухаживать,
Потому что даже за самый замечательный цветун можно залить корни, и он погибнет. Будете ухаживать, не зальете корни, любой цветок можно простимулировать к цветению, и он будет у вас прекрасно расти и цвести. У меня, почти все хорошо цветут. Есть один или два, которых я вообще не могу никак заставить цвести. Вот два я знаю точно. Один покупала уценкой, вернее, оба покупала уценкой. И за 3 года, какие бы я удобрения к ним не применяла, и для цветения монокалий фосфат не цветут. Но названия я их не знаю, потому что уценки и цветов не видела. Конечно, очень хочется увидеть, но пока не получается. Поэтому сложно составить рейтинг. Елена Зверева. Можно ли при посадке использовать мох, который только что принесен из леса и не просушивался? Но если вы принесли живой мох из леса, вы же представляете, что в нем могут быть обитатели леса, которые живут как раз-таки в мху. И вы перенесете это все на свои орхидеи. А понравятся ли эти обитатели орхидеи или нет, большой вопрос. И укладывает она как дренаж в нижнюю часть горшка мох. Мох очень долго просыхает, мы об этом все время говорим. Поэтому, когда у вас будет лежать такой мох в нижней части горшка, у вас всегда там будет влажность. Хорошо, если корни не начнут гнить, а то и корни начнут гнить в этом мху, потому что там будет постоянное присутствие влаги. Я, к сожалению, не знаю, какая у вас посадка, закрытая, открытая, в двойных горшках. Но если в двойных горшках, может быть, и будет просыхать. Я не использую мох. Мне не нравится вот эта влага, которую он создает. Корни у фаленопсиса должны обязательно просыхать. Мох можно использовать в бульбовых орхидеях. Там это будет оправдано, потому что им нужен более влагоемкий грунт. Для фаленопсиса это не всегда хорошо. Не буду зачитывать по-английски очень накрученный ник, не буду зачитывать, не знаю, как прочитать. Начала изучать информацию об удобрениях, о которых вы говорили, плантофит, фертика, растворин, и выяснила, что они используются для листовой подкормки. В каком-то из ответов на вопросов я очень подробно рассказывала, почему плантофит, фертика используются по листу. Это дорогие удобрения. А растворин более дешевый, поэтому они пишут, что можно делать корневую подкормку. Я экспериментировала в прошлом году с и фертикой, и плантофитом. И делала только лишь корневые подкормки. Все это прекрасно работает. Никаких доз не надо увеличивать. 1 грамма или 1,5 грамма, по-моему, или 2 грамма, как точно по фертике не помню, или 1,5 грамма, или 2 грамма на литр. Вот как там написано для листовой подкормки, так и используйте его для корневой подкормки. Этот эксперимент я уже провела, подробно о нем рассказала, что для того, чтобы полить поле под корень, нужно будет использовать в 10 раз больше удобрения, чем для листовой подкормки. Поэтому, естественно, на полях используется листовая подкормка. А так как у нас система закрытая, мы можем использовать точно так же и для корневой подкормки. Все получается. Галина Белокопытова рассказывает о том, что у нее иногда обрезая цветоносы, вот так обрезая цветоносы, при посадке они уходят в грунт. И она боится поливать орхидеи, потому что там незащищенная открытая рана, хотя мы обязательно рану обрабатываем. Мне немножко непонятно из вашего вопроса, как же вы сажаете орхидею. У меня любая орхидея посажена, основание орхидеи выше грунта всегда. И даже если я самый нижний цветонос сейчас обрежу, он у меня все равно не уйдет в грунт. А когда вот она цветет, я обрежу цветонос,
И вот эти корни буду засыпать. Вот у меня здесь есть расстояние еще примерно в сантиметр, я могу добавить керамзит. Тогда, когда я буду добавлять этот керамзит, у меня этот цветонос уже совсем высохнет обрезанный, будет сухой. Но закапывать орхидею вот так с основанием ни в коем случае нельзя. Она даже без полива начнет гнить. Влажная же будет, керамзит, то кора. Нельзя вот так сажать орхидеи. Всегда основание должно быть, ну, не на 5 сантиметров выше грунта. Такие, когда они израстаются, я их пересаживаю обязательно. Но по вот это основание орхидея должна находиться в грунте. А поливаю я всегда и показываю вам на 2 пальца ниже грунта, не горшка, а грунта. Как раз таки для того, чтобы не замочить шею, а корни обязательно передадут влагу, передадут не только растению, а передадут и корням. Поэтому заливать по шею орхидеи я никогда и никому не рекомендую. Это очень опасно в плане того, что орхидея может просто начать гнить от основания. Если начнет гнить, вы просто потеряете орхидею. Я давно ждала этого вопроса, они появляются периодически, про летние цветоносы. И я оставила вот этот летний цветонос специально для того, чтобы вам его показать. Мне прям уже рука тянется его срезать совсем, даже с этими бутонами. Но именно для того, чтобы вам рассказать и показать, я оставила. Значит, Светлана задает вопрос, и Ольга Фомина, они примерно одинаковые вопросы. От чего летом тянутся цветоносы, и орхидеи не хотят формировать бутончики. А потом в зиму начинают вот к этому цветоносу выпускать еще цветоносы. И непонятно, что с тем цветоносом делать. И еще, если от прежнего цветения остался цветонос, а орхидея выпустила новые цветоносы. Что с этим делать? Ну вот у Светланы Леодора и простая белая орхидея. Если Леодора выпустила летний цветонос, зимний цветонос, у Леодора револьверное цветение. Поэтому у Леодора вообще не рекомендуют обрезать никакие цветоносы. Так, кто там любопытный опять в орхидеях? Ты? Опять нужно все там смотреть. Речи. Не надо там. Речка. Но от цветов его не оторвать. Поэтому у Леодора не надо срезать никогда цветоносы. Вот только когда будут цветоносы засыхать сами. Он может и из 4 цветоносов новых, и из 1 старого начать цвести. Поэтому Леодора мы не трогаем никогда. А почему летние цветоносы тянутся? Да потому что жарко. А когда жарко, бутоны формируются очень плохо. Вот этот цветонос был выпущен в июне. И вот такой длины, а то бывает и длиннее. И всего 2 цветочка. Обрезаю ли я цветоносы в зиму? Оставлять ли старый цветонос, если он отцвел зиму? Нет, я всегда все цветоносы отцветшие в зиму обрезаю. Очень маловероятно получить детку на цветоносе, потому что чаще детки появляются на цветоносах, когда очень тепло. Да, когда включат отопление, будет тепло и может появиться детка. Но при выпуске новых цветоносов это маловероятно. Поэтому обрезайте старый цветонос, раз у вас дала орхидея еще цветоносы. Вот эти цветоносы, которые отцветут к лету, вы и оставите, вдруг там появится детка. Вот на которых ничего не появилось, детки, я их в зиму обязательно обрезаю. Елена спрашивает, можно ли орхидеи содержать в двойных горшках на подоконнике, если окно западное и на них попадает солнечный свет. Не будут ли запривать корни?
Ну, давайте так. Зимой на любом подоконнике нужна подсветка. Даже иногда бывает и на восточном, и на южном. Потому что вот сейчас у нас темнеет в 5 часов вечера, светает где-то в 6 часов утра. Это, ну, почти то время, которое нужно для именно фаленопсиса. Ему нужно 12 часов светового дня. Но у нас будет темнеть и в 3 часа, а светать почти в 8. А здесь световой день будет маленький. И хорошо ли или плохо будут формировать бутончики и расти цветоносы, у кого-то это будет хорошо, но нет возможности сделать подсветку. Ну, тогда оставляйте так. А на западном наверняка нужна будет подсветка. А будут ли запревать корни, если это прямой летний солнечный свет? Да, горшочек будет нагреваться. Зимой не будет так нагреваться, солнце не такое яркое, не такое жаркое и не так печет. А вот летом будет нагреваться. Вот здесь нужно будет обязательно именно, может быть, и горшочек притенять, и смотреть, какое это западное окно, сколько получать. Но если это будет в 3 часа западное окно, то наверняка и ожог и листьев получат. Поэтому нужно будет летом все равно притенять его от яркого солнца. И горшок, конечно, будет нагреваться. Ну, а как же без этого? Валентина Румса. Как посадить и поливать и ухаживать за только что отсоединенной от мамы детки? Уже и листики есть, и корешки. Но я не знаю, что делать дальше. Для того, чтобы отсоединить детку от мамы, корешков должно быть желательно, ну должно, от 4 до 7 штук должно быть корешков. Причем растущих. И должны они быть не менее 5-7 сантиметров, а лучше 10-12. Тогда вы безболезненно отсаживаете детку от мамы, и она продолжает расти, и вы ухаживаете за ней, как за обыкновенным фаленопсисом, как за обыкновенной, ну, может быть, не деткой, а может быть, мини-орхидеей. За это время она и листики должна подрастить, вы начинаете ее удобрять, и детка растет. Но такие детки растут очень долго. В любом случае, как бы вы ее не удобряли, что бы вы с ней ни делали, ну, конечно, можно взять и гормонами ее шарахнуть, как у нас любят говорить. Тогда да, на гормонах она что-то начнет делать. Но какое вы растение потом получите, это большой вопрос. А если будете удобрять, до взрослого растения она будет расти примерно 3 года. Но от этого никуда не денешься. И еще один вопрос от Надежды Афанасьевой. Выросла детка, цветонос усох. Посоветуйте, что делать дальше, как нарастить корни. Значит, мне здесь непонятно, выросла детка на срезанном цветоносе или выросла детка на материнском растении на цветоносе. Если это срезанные цветоносы, можно отделить детку, положить на мох. Но в этом случае нужно срезать детку с кусочком цветоноса. У меня так не получилось, мне залили детку. Ну, так получилось. Очень-очень аккуратно орошать мох по стенкам какого-то сосуда, куда вы положите. Сделать тепличку. Но 100% выживаемости этой детки дать гарантию никто не может. Ни вы сами, ни я. Потому что если это на срезанных цветоносах детка, да даже детка без корней с материнского растения примерно так же уязвима, как и на срезанных цветоносах. Попробуйте, может быть, получится. Кстати, под этим видео, где вы задавали этот вопрос, там есть ответы других подписчиц. Они подробно рассказывают, как они положили деток на мох и корешки дали. Поэтому почитайте там все ответы под этим видео. Вы найдете как раз ответ на свой вопрос. У кого-то получается, у кого-то не получается никогда. Разные растения, разные детки. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, и, может быть, у вас что-то получится. И еще у меня стоит одно
растение хотела вам показать. Ну, это, к слову, о летних цветоносах. Вот это летний цветонос. А вот так Льюис. Вот так эта маленькая орхидея цветет всегда. У нее получается вот за время цветения вырастет цветонос до метра. Один цветочек зацветает, другой она сбрасывает. Вот он уже усох. И продолжает наращивать, наращивать, наращивать цветонос. Примерно так же цветет мини-марк. Правда, у него цветочки поинтереснее. Вот за это не то, что не люблю, но не нравятся мне вот эти вот метровые цветоносы. Поэтому я отдала мини-марк. Один мне назад вернули. Правда, уже в убитом состоянии. Но есть и такие орхидеи, которые любят растить метровые цветоносы. Так что, может, зависит и от сорта. Ну, вот это простой сорт, это, по-моему, жемчужина императора, а это Льюис. Вот такие метаморфозы и фокусы бывают у наших орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.